И так как нам эту машину оставили бонусом, то скоро вы ее увидите в настоящем крутом синематике. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока. Витя, потом все объясню, ничего не говори. Саня. Сняли синематик. О, ничего себе. Ты видел, сколько нас уже человек посмотрело? Ты видел, у нас машина на дне озера лежит? Ай, да ладно, тебе сейчас что-нибудь придумаем. Да что ты придумаешь, как ты ее доставать-то будешь теперь? Так, ладно, давай, здоровайся там с людьми, вся фигня, я сейчас что-нибудь придумаю, погоди. Куда ты пошел? Сейчас все будет. Народ, всем привет, с вами снова канал Доната Синема. Думаю, вы все уже знаете, что наше видео, как Саня топит Nissan, разлетелось по всему Рунету и ушло далеко за его пределы. На самом деле мы не ожидали такой реакции, поэтому хочу сказать вам всем спасибо за то, что оценили нашу работу и продолжаете смотреть наши приключения. К сожалению, не все сообщества нас отмечали, поэтому хайпанули мы на 20 миллионов просмотров, а к нам добавилось всего 3000. Но это ничего, все равно за эту тачку кредит Саня платит, а не я. Поэтому поехали дальше. Хотя на самом деле я хочу начать анимировать не только тачки, но и персонажей, которые не косячат. К сожалению, анимация персонажей кардинально отличается от анимации автомобилей, поэтому я ее пока делать не умею. Но есть и хорошие новости. Я нашел тех, кто поможет мне нехило прокачать этот навык. Да что мне, каждый из вас по годовой программе онлайн школы XYZ сможет прокачать свой навык и стать профессиональным 3D-аниматором. Создавать сложные сцены с участием нескольких персонажей, анимировать комбо-атаки, перекаты, различные виды походок и бега, прыжков и падений. Да, и таких падений тоже. Уже за первые 3 месяца в твоем портфолио будет более 5 работ и собственный персонаж, который будет уметь все. А к финалу программы сможешь создать динамическую боевую сцену уже с несколькими персонажами. Кстати, прямо сейчас у ребят на сайте каждый желающий получает стипендию до 20 тысяч рублей на обучение. Так что самое время начать учиться, потому что акция длится до 28 числа. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, и обучение начнется уже с 1 марта. Ну а сегодня я вам покажу, как мы снимали ролик про Nissan 350Z, ну или точнее то, что от него осталось. И начнем мы именно с посылки, которую привез вертолет. Погнали! Сань! Ну что, у нас сейчас 8 утра, и первое, что нам надо сделать, это затариться материалами, поэтому погнали! Первым делом я поехал в строительный магазин и отрезал там себе кусок ОСБ. Загрузив его в багажник, я заодно заехал в местную полиграфию и забрал там наклейку с изображением нашего винила. Так, наклеечку. Наш винил тоже забрали. Осталась покрышка. Затем я поехал на место, где Саня ушатал скайлайн об стену, в надежде раздобыть недорогую резину для нашего нового авто. Ну чё, Мишлен берем. Ну все. Вот теперь мы к видосу готовы. Красотища. Сейчас, короче, подождем, когда Сашка приедет. Он там немножко приболел, поэтому я ему сказал, можешь приехать на час попозже. Вот, пока что подготовимся. Один вот такой вот лист и вот такой кусочек, который я только что отрезал. Я не могу воссоздать полный короб, который будет привезен на вертолете, потому что это мне жалко на это денег просто. Здесь надо 4 листа 2,5 метровых, поэтому я решил взять всего один лист, распилить его вот так вот. И сейчас вот так вот мы присобачим это саморезами прямо вот сюда вот. Конечно, в идеале надо было приделывать сюда бруски, но это же я, поэтому брусков у меня нету, я взял только ОСБ лист. Сюда мы повесим лист, который Саня будет срывать. То есть для физического взаимодействия этого всего хватит, все остальное будет отрисовано в 3D. Вот такой вот кусочек у нас получается, то есть можно снимать полностью на этом фоне, вот, и можно будет разборку снимать вот
Вот здесь вот примерно. Гениально. Как только Саня приехал, он сразу начал мне говорить, что я все сделаю не так, и сейчас он покажет, как надо. В 9 утра мы посреди озера. Саня строит себе дом. Как снять фильм из покрышки и листа? Двух листов. Чтобы сделать 3D модель ящика, сначала необходимо подготовить текстуры. Это я сделал с помощью фотошопа. Затем создаем простенькую 3D модель нашего короба, который я делал чуть длиннее кузова автомобиля, а по высоте он был такой же, как и наш лист ОСБ, если его поставить вертикально, то есть в районе 2 метров. Затем создаем материал с нашими текстурами, выравниваем их по освещению и яркости, чтобы они соответствовали оригиналу на видео. Добавляем немного затемнения по нижнему контуру и по кромке добавляем снега, чтобы было максимально реалистично. Так как советский Ми-2 на соседнем полигоне нам не дали, то я решил взять военный блэкхав, который мы часто видим в голливудских боевиках. Я даже не поленился поискать в нем информацию, какой он груз может поднять на подвеске, чтобы потом не было киноляпа. Ну и после этого я приступил к его анимации. Однако очень сложно представить в голове, какого размера относительно картинки должен быть вертолет, когда он летит в небе, и на каком удалении он должен быть от камеры. Поэтому я по картам замерил длину и ширину места, на котором мы снимали, чтобы правильно масштабировать всю сцену. Кроме того, мы снимали в достаточно сильный туман, поэтому построение сцены в реальных размерах позволило правильно рассчитать глубину тумана, в котором летел этот вертолет. Давай быстрее. Ты чё, опять? Бежай, давай. Одним из сложных кадров для меня стала анимация сброса груза, так как стандартными средствами сделать отцепку груза оказалось непросто. Изначально я хотел, чтобы груз действительно висел на тросах, и когда короб касался земли, тросы должны были отцепиться. Но настроить их жесткость у меня так и не получилось, так как груз бесконечно растягивал эти тросы, независимо какой бы он массы не был. В итоге мне пришлось ставить груз на землю в жесткость цепки, а уже потом включать анимацию тросов, делая вид, что они гибкие как ткань. Многие писали мне, что от вертолета снег должен был разлетаться по сторонам. И это правда, я долго думал, как сделать этот эффект, но, к сожалению, качественно провернуть данный трюк у меня не получилось, и я просто отказался от этой идеи. Витек, тут записка какая-то. А вот и те самые кадры, в которых кажется, что рядом с нами огромная коробка. Но на самом деле это было вот так. Также всем вашим подписчикам мы дарим скидку 50% по промокоду АДОНАТО, который они найдут в описании к видео. Сашка первый раз читает текст. И да. И да. В качестве благодарности вы можете оставить эту посылку. Давай бы не запинать. И да. В качестве благодарности вы можете оставить эту посылку себе. В смысле себе? Он не надо. Нахер надо. Далее мы видим, как Саня 8 раз выкручивает шурупы, но на самом деле мне просто не хватало кадров на монтаже, и 3 из них повторяются, просто я отзеркалил их по горизонтали. Так как машина не может прибыть в простой коробке без усиления, я решил сделать пол и распорки. Кстати, как такой короб выглядит изнутри, я посмотрел в ролике у Ильдара, где они распаковывали свою Shelby Cobra. И именно эта упаковка и стала прототипом моей. Я постелил простенький пол, добавил распорки и впихнул туда наш 350Z. Но как же я сделал, чтобы Саня смог открыть эту коробку? На самом деле тут тоже не все так сложно. У нас была всего одна половина этой стенки, но этого было достаточно, чтобы посмотреть, как она должна падать, и заодно записать звук удара о землю. Далее я просто подогнал размер 3D сцены под наш кадр и сделал анимацию падения этой стенки. Последним штрихом я вырезал масками Сашкины пальцы и наложил их поверх трехмерного листа ОСБ. Что касается кадров, где Саня тащит бампер, то тут я сколхозил из разных деревяшек вот такую деталь и нарисовал на ней множество точек. С помощью этих точек я смог сделать 3D трекинг и отследить данный объект в пространстве, что позволило сделать копию его движения в 3D. Затем я прикрепил к нему наш бампер и кадр готов.
Кстати, я специально сказал Сане, чтобы он не просто нес эту деталь, а волочил ее по снегу, таким образом добавляя реализма взаимодействия с поверхностью. И получилось, что бампер волочится по снегу и делает за собой небольшую траншею. На анимацию колеса у меня тоже были планы, но оно взбунтовалось и отказалось участвовать. Тратить время на анимацию наклейки я не хотел, поэтому я купил настоящую. Но даже тут снять с первого раза мы, как обычно, не смогли. Витек, а ничего, что мы... Давай, скручу еще раз, давай. О, зажало пальцы. По поводу самих рендеров машины многие говорили, почему у машины остаются черные следы на снегу. Тут все просто. Снега в тот день было крайне мало, буквально 1 сантиметр, а под снегом сразу темный лед. Поэтому даже от ботинок оставались такие темные следы. А вот то, что я запарился и сделал динамики, которые играли в такт с музыкой, никто и не заметил. Ну и ладно. Кстати, чтобы сделать трекинг на вот таком озере, достаточно всего лишь нарисовать крестик. Вот тебе уже маркер для трекинга. Лайфхак от канала Доната Синема. Анимация езды по льду, конечно, выдала всю графику, так как были слишком резкие маневры для этой поверхности. Но когда я это понял, переделывать мне было уже лень. Однако заключительный кадр получился просто шикарный, в него, мне кажется, поверили все. Кстати, сразу скажу, что микрофона у Сани не было. Просто на моей камере стоял микрофон пушка, и поэтому он достал голос Сани тоже. Стой, давай еще раз, ляг туда. Надо пораньше ты это чтоб делал. Только ты не убегай, ты просто выходишь, обтряхиваешься и на меня смотришь. Не, я убегать буду. Витек, потом все объясню. Да, не забудь так сказать, прикольно будет. Давай. Ну вот такой, тихо. Яйца мертвые. Нет, тихо, мне надо посмотреть, стой, помолчи. Ну вот такой Nissan Rachel из Need for Speed Underground у нас получился. И так как нам эту машину оставили бонусом, то скоро вы ее увидите в настоящем крутом синематике, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока. Витек, потом все объясню, ничего не говори. Анимировать пончики на льду было несложно, куда сложнее было сделать более-менее реалистичное проламывание льда и уход машины под лед. Так как я, к счастью, ни разу в таком не участвовал, то мне пришлось пересмотреть множество роликов на эту тему, чтобы понять, как ведет себя машина в такие моменты. За основу я взял вот это видео Академика и попытался воссоздать что-то похожее. С этого ракурса все выглядело вот так. Когда машина проламывает лед, сразу же приоткрывается дверь, пока машина еще на поверхности. Оттуда якобы вылезает Саня, и дальше машина начинает набирать воду и тонуть. Так как сам плагин для анимации машины не способен понять, что от него хотят, пришлось разделить анимацию на две части. Первая — это собственно сама езда автомобиля, который привязан к анимационному движку и заезд в небольшую яму. И затем кузов и колеса отвязываются от этого движка и продолжают движение за квадратной болванкой, которая просто начинает двигаться вниз. В итоге получается имитация погружения под воду. Для большего реализма я добавил несколько льдин, которые также были анимированы вручную. И после рендера у нас получается вот такая анимация. На этапе композинга я добавил немного дыма. Этот эффект возникает, когда машина, проваливаясь под лед, дотрагивается горячим глушителем и двигателем до холодной воды. После этого я удаляю Саню с заднего плана до момента проваливания машины под лед, и как только это случилось, Саня появляется и выползает из-за машины. Так как у нас леворульная машина, а физически Саня должен был вылезать из водительской двери назад, то мне пришлось инвертировать весь кадр по горизонтали. И вот такой результат у нас получился. Ну вот такой Nissan Rachel из Need for Speed Underground у нас получился. И так как нам эту машину оставили бонусом, то скоро вы ее увидите в настоящем крутом синематике, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока. Витек, потом все объясню, ничего не говори. Саня, ну вот так вот и был сделан ролик про Nissan 350Z из Underground 2. Просто или сложно это решать вам, но скажу сразу, что при учете своих навыков я потратил на этот ролик 100 часов, на которых 2 часа мы потратили на съемки. Друзья, поэтому мы просим поддержать нас своими лайками, комментариями. И опять же, если будете делать репостики, а вы их сделаете, не забудьте отметить нас в этих репостах, чтобы было приятно нам, а мы, в свою очередь, будем радовать вас своим контентом. Погнали! Вот тебе
за Nissan. Вот это крутой контент. Ах ты как.